7 утра. Это город Кобе, если кто еще не помнит. Вчера я уже говорил. Немножко шумновато здесь вот за этих вот 3 каких-то моста проходит. А еще вон там, с той стороны, 2, наверное. Оживленный трафик со всех сторон. Но зато вот это место спокойное, сюда вообще никто не ходит. Тут все закрыто. Там что-то перекопали. Парк потом там находится, где все бегают. Что у нас там сегодня? 13,3 показывает термометр. Ну, нормально даже. Я думал, будет хуже. Поеду в соседний парк. Там тоже интересно. Красиво. О, место для фото. Уже очередь выстроилась почти. Это китайский квартал Чайнатаун в Кобе. Прокатимся так на скорую руку, чтобы сильно не тормозить. Обезьяны, олени, козлы, кабаны. Да. Утром тут после вечерних гулянок, наверное, приходится уборку устраивать. Еще одни китайские ворота. Ладно, Кобе посмотрели. Теперь можно и чуть дальше продвинуться на запад. Там какой-то парк есть на берегу моря. Вот, попробую к нему. К западу. О, какие очереди. Это очередь на автобус. Автобуса еще нет, а очередь уже есть. Еще один D51 стоит. Очень уж их любят ставить по Японии. Наверное, слишком много понаделали в свое время. Что не паровоз, то D-Go-Ichi. То есть D51. Нормальный паровоз. Блин, солнце светит. Ну что ж такое? А вон там мост подвесной большой. Сейчас поеду его смотреть. Это висячий мост Акаши Кайкё. Точнее, висячий мост Акаши.
Он соединяет, ну, собственно, населенный пункт Акаши, который находится вот на острове Хонщу, и остров Аваджи. Когда его построили, там у него был какой-то мировой рекорд по самому длинному пролету моста висячего. Ну, на сегодняшний день уже там что-то где-то еще есть подлиннее. Длина моста 3900 с чем-то там метров. Почти 4 километра. Вон там где-то наверху есть специальная смотровая площадка. Пойду разведаю. О, сколько рыбаков сегодня. День вроде не выходной. А еще говорят, что японцы много работают. У них тут работает, все рыбу ловят. Отдыхают. Бездельники, короче. Ну а вот там остров Аваджи. Но я туда не поеду. Ну, хотя бы потому, что на велике туда к мосту не проедешь, а на пароме тоже неинтересно. Там же возвращаться придется. Тем более, ну можно, конечно, оттуда потом на Шикоку, но не в этот раз. Я по Шиманами Кайдо поеду лучше потом. Короче, я поднялся на лифте. 300 йен стоит это удовольствие. Подорожало, что ли? Прогуляться по мосту. По мосту мы прогуляемся. Ух ты. Тут прикольная структура. Сейчас пойдем смотреть. О, такой отсюда вид на Кобе. А там рыбаки внизу рыбу ловят. Весь берег засели. Даже подписано примерно, что здесь отсюда видно. Там Вакаяма. Но сейчас погода не то чтобы позволяет разглядеть что-то в дымке, в тумане. Даже непонятно, где там какой остров. Кобе, Киото. Ну, это понятно, что в той стороне. Вот эта штука платная. Если хочешь посмотреть в бинокль, плати 1000 йен. И тебе откроют объектив. Вот так-то. Крутить можно, смотреть не дают. Жрать нельзя. И пить тоже. Зато бесплатный Wi-Fi. Выставка картин здесь. Ну, тут уже каждый выпендривается как может. Вот так вот. Здесь просто кот. Всякие разные коты. I want you to believe in my future and let me do what I want. Что тут еще, какая-то Мона Лиза или что это такое? Вообще. А тут лисички. Лисица с носком. Просто лисица. Ну и не знаю, еще что-то. Еще какая-то дичь. В сувениры продаются всякие игрушки, всякая всячина. В положенную сторону Кобе, или тут не Кобе, Акаши, населенный пункт. Ну, тысячи их тут, этих населенных пунктов, черт поймет, как что называется. Видели когда-нибудь туалет на мосту? А вот он есть. Observation area. Ну, пойдем еще посмотрим дальше. А куда тут можно ходить? Это уже стрёмно.
Так, ходишь, а тут пол стеклянный. И под ним море. Ну все, дошел до дальней точки, дальше нас не пускают. Дальше решетка. И только вон там сверху слышно, как автомобили ездят. Блин, могли бы сделать тут велодорожку, например. Почему бы и нет? Место позволяет. Evacuation area 47 метров над уровнем моря. А, всего 47 даже. Я думал, тут хотя бы 80. Блин, как там шумно у них. Говорю, Михайлович, о, здесь тоже есть для любителей экстрима. И вот это, конечно, впечатляет. Это стрёмно. Я, конечно, прыгал с парашютом, но, блин, когда прыгаешь, то хотя бы вниз не смотришь. А тут смотришь, и под ногами ничего нет. Ну, вот какой-то такой видок. Так, почему Сыровка? Во. Ну, в общем, как-то так. Тут бесплатно. По соседству выставочный центр. Вот такой здоровенный. Ну, миллиметров, наверное, больше сотки. Интересно, что если... Здесь про этот мост, всякие разные технологии, материалы, конструкции, инженерные решения, макет моста. Ну и еще много всего. Вон даже в виртуальной реальности что-то показывают. Потом посмотрю. Здесь видео все по-японски. А, это аэродинамические испытания. Типа, как он там под ветром будет раскачиваться. Ну, в общем, тут много всего. Типа, как это все дело строилось. Нормально такой музей места. И главное, бесплатно. Вот это для инженеров, мостостроителей было бы интересно. Я, конечно, к таким не отношусь, но все равно технологии люблю. А вот скамейка, сделанная из несущего троса диаметром 1,1 метра, на котором подвешен этот мост. Он состоит из 290 связок по 127 стальных проволок диаметром 5,23 мм каждая. До 1,2 оттаскался по мосту. Ну, по крайней мере, хоть что-то интересное. Надо ехать потихоньку дальше. Хорошо бы сегодня до Химечи добраться. Километров 40 до него. Ну, уж 40-ку-то я проеду. До вечера. Если опять где-нибудь не застряну. На какой-нибудь достопримечательности. Ну, а если и застряну, то и хорошо. Будет что посмотреть. Так, надо где-то в комбине подыскать. Подзарядиться. Да у меня уже опять зарядка на исходе. Пока ходил, снимал, фотографировал, потратил всю энергию. Ну что, по пути что-нибудь будет. А не будет, так и пауэрбанк еще почти полный. Я опять выбрался на свой любимый тип дороги. Вдоль моря. Велодорожка. В сторону Химеджи идет. Интересно, до самого Химеджи или не до самого? Будут там еще такие дороги? Или опять заставят выезжать на трассу? Еще бы ветер попутный добавить. Вообще бы было... Это уже будет слишком. Будет
передозировка этого благоприятных условий. Бейсболист. Сегодня выходной, оказывается, в Японии. Сегодня у них какой-то день культуры или что-то такое. Типа проводятся разные мероприятия, там местные, ну, видимо, культурные. Короче, выходной, вернее, как, выходной не сегодня, а вчера был этот праздник. А у них, если праздник выпадает на воскресенье или там на какой-нибудь еще выходной день, то компенсируется. Следующий день выходной делается. Вот сегодня понедельник. У них выходной. А я думал, что они все бездельничают. Рыбу ловят, шашлыки там жарят на берегу моря. А оно вон как. Короче, я еду к этому, в город Химеджи. Уже осталось там километров 10 что-то. Даже не 10, то тут уже еще ближе. 10 это до замка. Там знаменитый замок. Большой. Ну, не знаю, большой, может, мне кажется, что он большой, но посмотреть стоит. Так что я не знаю, что там ночью его там красиво подсвечивают. Надеюсь, что красиво. Другой вопрос, видно ли его извне или там огорожено так, что и не подойдешь, и не увидишь его. А внутрь-то уже вечером никто не пустит. Ну, я думаю, что палаточку там найдется место, где поставить неподалеку. А утром быстренько гляну, утром-то тоже, он там с 10 часов наверняка эти все музеи открываются. Что мне, до 10 торчать там? Ну ладно, короче, я гляну, если его не видно, ждать не буду. Замком больше, замком меньше. Замок, конечно, известный, но не то чтобы ради этого стоит полдня терять. Так, мой любимый Йомусумба. Заеду за своими пельменями. О, тут даже и такое есть. Я думал, в Йому такое не продают. Надо подумать. Хорошо. Я уже вижу замок отсюда. Не знаю, что там на видео видно. А я его вижу. Вон он на горе, высоко. Еду сейчас к нему. Может быть, даже ночью вид еще красивее. В супермаркете я, кстати, купил пару обедов за полцены. Ну, там, как обычно, рис и что-нибудь. Там мясо, там какая-нибудь курица, еще что-то. За полцены сойдет. И пельменей пачку. Едем к замку. Блин, чем тут воняет? Навозом каким-то. Замок Белой Цапли. Собственной персоной, так сказать. Ну, хорошо, хоть парк не закрыли на ночь. Можно зайти. Красиво ночью подсвечен. Но нормально фотографировать, конечно, надо чуть-чуть издали. А то тут как-то его уже и не видно. Вот отсюда еще неплохой ракурс на замок. Ну, ближе там уже его особо не видно. Там стены, там уже деревья, там обзора нет. Ближе только непосредственно туда идти. Ну, туда я не пойду. Все, пойду искать место, где палатку ставить. Фух, время 19:38. Парк неподалеку от замка. Ну как неподалеку, может, в полукилометре. Парк, не парк. Но называется парк. Все заброшенное.
Ну, может, люди сюда и захаживают изредка, но за порядком здесь точно не следят. Но оно и к лучшему. Вот здесь я палатку и поставлю. Не надо долго место искать. Еще даже и свет бесплатно. Ветки только поубирать из-под ног. Тут такой бурелом. А еще отсюда сквозь ветки деревьев замок просматривается. Никогда я еще не ночевал с видом на замок. Вот. Буду сегодня. Да, кстати, 76 километров я сегодня проехал. Что показывает термометр? Термометр показывает 16,2. Ну, скажем, чуть ниже комфортный. Но для велосипеда сойдет. Для ночи. Все, до связи.